Русский исторический анекдот. От великого до смешного один шаг. Сам виноват. Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя Лопухина, который был столько же глуп, как и красив. Вернувшись, он все переврал, а государь ему сказал: «И я дурак, что вас послал». Услуга за услугу. Князь Платон Зубов, оказавший важные услуги Александру I при его воцарении, просил царя выполнить одну его просьбу, не спрашивая о ней заранее. Царь согласился. Тогда Зубов поднес ему на подпись указ о помиловании генерала, разжалованного за трусость. Государь поморщился, но указ подписал. Однако едва Зубов успел взять указ обратно, царь попросил и ему не отказать в одной просьбе. Зубов выразил готовность исполнить все, что прикажет государь. Александр Павлович приказал: «Пожалуйста, разорвите этот указ». Николай I. Однажды великий князь Александр Николаевич, будущий Александр II, тогда еще совсем юный, сентиментальный и мягкий юноша, слушал урок академика Арсеньева о народах, населяющих Россию. Николай I подошел к дверям классной комнаты как раз на словах академика: «Все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собой, что составляют одно целое». Экспансивный Николай, перебивая Арсеньева, с порога спросил наследника: «А чем все это держится?» Мечтательно настроенный наследник престола немедленно ответил: «Самодержавием и законами». Государь возразил: «Законами нет, самодержавием, и вот чем. Вот чем! Вот чем!» При последних словах Николай исступленно потрясал кулаком. Неоспоримый факт. Однажды Николай I восхищался известным фокусником Боско. «Да что там Боско», — сказал как-то императору светлейший князь Александр Сергеевич Меньшиков. «У вас, Ваше Величество, есть свой фокусник, отечественный, получше заморского». «Кто ж такой?» — спросил царь. «Да министр финансов, Канкрин». И в самом деле о графе Егоре Францевиче Канкрине говорили, что он способен превращать в деньги что угодно и так пополнять собственный карман. Впрочем, это было мнение его давнего врага. А вот то, что при графе Канкрине российский бюджет стал бездефицитным, неоспоримый факт. Выгодный контракт. Перед окончанием постройки Петербургско-Московской железной дороги министр граф Петр Андреевич Клейн-Михель отдал ее на откуп американцам, заключив с ними контракт. На основании этого очень выгодного для американцев контракта в первый год, с октября 1851 года, поезда пускались только по 2, а потом по 3 раза в день. Каждый поезд должен был быть составлен не больше, чем из 6 вагонов. Из-за этого товары лежали горами на станциях в Петербурге и Москве, а пассажиры иногда не могли вовремя получить билеты. В феврале 1852 года, когда общий ропот по этому случаю был в разгаре, в Петербург прибыл персидский посланник со свитой. Николай I приказал показать ему все редкости столицы, в том числе и новую железную дорогу. Сопровождавшие персиян, исполнив поручение, подробно доложили о сделанном императору. Николай I спросил: «Все ли замечательное показано на железной дороге?» Ему ответили, что все. А светлейший князь Владимир Александрович Меньшиков, находившийся при этом, заметил: «Наверняка не показали самое достопримечательное». «Что же?» — спросил государь. «Контракт, заключенный графом Клейн-Михелем с американцами», — ответил Меньшиков. Чтоб не спрашивали. Кто-то из иностранных дипломатов однажды позволил себе спросить у Николая I, зачем Россия умножает число войск. «Затем», — ответил государь, — «чтобы меня об этом не спрашивали». Склоняется все.
Николай I любил проверять ночью посты. Однажды навстречу ему попался прапорщик одной из инженерных частей. Прапорщик увидел императора и вытянулся во фронт. «Откуда ты?» — спросил Николай. «Из депо, Ваше Величество», — отрапортовал прапорщик. «Дурак! Разве депо склоняется?» — поправил император малограмотного служаку. «Все склоняется перед Вашим Величеством», — льстиво, но предельно искренно заявил прапорщик. Прапорщик встретил утро капитаном. Подобным же образом повезло однажды и одному кадету. Как-то Николай I осматривал дворянский полк и обратил внимание на правофлангового кадета, который был ростом выше царя. «Фамилия?» — спросил царь. «Романов, Ваше Величество». «Вот как? Со мной не в родстве ли?» «Так точно, Ваше Величество». «Хм, в каком же?» «Вы, государь, отец России, а я сын ее», — отрапортовал кадет. Николай I с восхищением, которое в других, менее высокородных особах можно было бы назвать подобострастием, относился к военным из немцев. Об императорской слабости знали все, но никто не решался говорить или даже просто намекать на это. Однако генерал Ермолов однажды сдержаться не смог. Как-то генерал, вызванный к государю, увидел возле двери его кабинета группу военных чинов, говоривших по-немецки. «Господа», — обратился к военным Ермолов, старший среди них и годами, и званием, — «кто из вас говорит по-русски? Доложите государю, что Ермолов прибыл». Царь остался доволен беседой с Ермоловым и, прощаясь, спросил, какую бы награду он хотел получить. «Произведите меня в немцы, Ваше Императорское Величество», — попросил Ермолов. Артисты. Однажды, после спектакля в Императорском дворце в Царском Селе, во время ужина в янтарном зале, два известных артиста Годунов и Беккер выпили лишнего и поссорились. Дело дошло до того, что Годунов запустил в Беккера бутылкой. Бутылка пролетела мимо, разбилась о стену и повредила украшавшее ее панно. Отскочил кусок янтаря. Все страшно перепугались, ужасаясь при мысли, что будет, когда государь узнает о происшествии, ведь починить стену быстро не представлялось возможным. Николай I, ежедневно бывая в этом зале, должен был непременно увидеть испорченную стену. Виноватых посадили под арест, но это не исправляло дело. Министр двора и директор театра ожидали грозы. Подобное происшествие не могло пройти безнаказанно и не у такого строгого государя. Министр боялся резкого выговора, директор — отставки, а виноватым предсказывали красную шапку, то есть отправку в солдаты. Через несколько дней государь, увидев злосчастную стену, спросил у министра двора, что это значит. Тот со страхом ответил, что стену испортили артисты, выпившие лишнего. «Так впредь давай им больше воды», — сказал государь. Тем дело и закончилось.